Советник Трампа попросил Моди не ложиться в постель с Путиным. Моди попросил Путина скорее закончить войну. Бензина нет, но вы держитесь. Российский дефицит топлива расползается по новым территориям. Кто не выпил таблетки? В Кремле говорят, что слово встретиться с Зеленским до конца августа Путин не давал. Одна маленькая страна собралась создать самую большую армию. Под ружье во время войны поставят каждого пятого. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Улыбки, рукопожатия, высокопарные обращения – необходимые приемы дипломатии, тем более для представителя глобального юга. Но когда дошло до официальной встречи в китайском Тяньцзине, премьер-министр Индии попросил Путина поскорее прекратить войну. Мы приветствуем все недавно предложенные усилия по установлению мира и надеемся, что все стороны подойдут к этому вопросу конструктивно. Накануне вылета в Китай Нарендра Моди созванивался с Владимиром Зеленским. Причем это был не первый разговор индийского премьера и украинского президента за последние недели. Крайне важно искать пути к скорейшему прекращению конфликта и достижению мира. К этому призывает все человечество. Встреча Моди и Путина длилась менее часа, учитывая время на перевод, то и вообще ничего. Очередную лекцию о Рюрике и печенегах руководитель России, похоже, не успел бы прочитать. Но, возможно, вот в этом месте любитель скабрезных анекдотов из Кремля успел рассказать лидерам самых густонаселенных стран мира очередную байку. А сии Моди посмеялись или сделали вид. Все-таки их страны покупают у Москвы ресурсы по самым низким ценам. Как подсчитала Indian Express, Россия за последние 3,5 года де-факто подарила только Индии почти 13 миллиардов долларов за счет скидок на нефть. Пока Путин и Моди мило улыбались друг другу, из-за океана громыхнуло. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social напомнил им о своих претензиях и возможностях. Мало кто понимает, что мы ведем с Индией очень мало дел, но они ведут с нами огромный бизнес. Другими словами, они продают нам огромные объемы товаров, являясь нашим крупнейшим клиентом, но мы продаем им очень мало. До сих пор это были полностью односторонние отношения, и так продолжалось на протяжении многих десятилетий. Дональд Трамп утверждает, Индия взимала с США самые высокие среди всех стран пошлины, и по этой причине американские предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была полностью односторонняя катастрофа. Кроме того, Индия закупает большую часть нефти и военной продукции в России, очень мало в США. Сейчас они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже поздно. Они должны были сделать это много лет назад. Ранее в западных СМИ появились сообщения, что на диалог с Трампом в последние недели не хотел идти Моди. Источники утверждали, что премьер Индии обиделся. Теперь, похоже, обиделся и президент США. Еще жестче высказался экономический советник Трампа Питер Наварро в эфире телеканала Fox News. Моди – великий лидер. Я не понимаю, зачем ему ложиться в кровать с Путиным и Си Цзиньпином. Индия – самая крупная демократия в мире. Наварро призвал индийский народ осознать, что их страну превратили в отмывочную для войны против Украины. А на низких ценах на российскую нефть наживается только верхушка. Топливный кризис в России больше не ограничивается ее регионами. Он добрался и до захваченных Кремлем частей Украины. В оккупированной Луганской области заправок полностью исчезли бензины марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщают уже российские СМИ и паблики, а значит, проблема реальна, и ее уже не спрячешь. Оккупационная администрация объясняет дефицит перебоями в поставках и повышенным потребительским спросом на топливо, который наблюдается последние 2 недели. Бензин на заправках был в дефиците, заправиться можно было далеко не везде и не всегда. Часто топливо продавали только юрлицам по талонам. Местный рассказывает, где-то 95-й все же можно найти, но отпускают не больше 20 литров в одни руки. Фактически на оккупированных территориях Луганской области топливо становится почти роскошью. В общем, русский мир во всей красе.
2 недели, отведенные Путину на встречу с Зеленским, истекли, но вместо переговоров из окружения российского диктатора слышится все более наглая риторика. Во время саммита в Белом доме хозяин встречи звонил Путину, прервав общение с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Тогда, по сообщениям ряда источников, московский абонент дал согласие на проведение двусторонних переговоров с президентом Украины до конца августа. Но по истечении этого срока в Кремле намекают, Трамп все не так понял. Американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями. По словам Ушакова, идея о повышении уровня делегации на мирных переговорах обсуждалась в ходе телефонных разговоров, а затем она была затронута в ходе беседы в Анкоридже Путина с Трампом. То, что транслируется в прессе, это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было. Интересно, как на такую интерпретацию отреагируют в Белом доме. В то же время 2 самых близких к Путину человека, его помощник Юрий Ушаков и его личный репортер Павел Зарубин, неловко проговорились. Тема украинского кризиса, насколько подробно на саммите обсуждалась и в кулуарах, так называемых? Но только на саммите, насколько я помню, только наш президент затронул эту тему именно на саммите ШОС. А так я не слышал больше в других выступлениях. Получается, даже на форуме, на котором собрались в основном лидеры, склонные к авторитаризму, никто не захотел говорить о войне против Украины. Выходит, неравный бой с расширением НАТО ведет один Владимир Путин. Похоже, это осознал во время ответа даже погрустневший Ушаков. В Беларуси начались масштабные совместные маневры стран-членов Организации договора о коллективной безопасности. Фактически это 3 учения за один раз. Взаимодействие 2025, поиск 2025 и эшелон 2025. В них принимают более 2000 военнослужащих Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Последние пообещали поделиться опытом войны с соседом. Личный состав от Российской Федерации в том числе будет передавать свой опыт с учетом проведения специальной военной операции. Внедрим некоторые моменты, которые мы используем в районе СВО. В свою очередь, сообщение о том, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2025», которые начнутся 12 сентября, планируется отработка применения тактического ядерного оружия, пропагандисты Лукашенко назвали фейковыми. Однако начальник белорусского генштаба де-факто подтвердил, что такой план имеется. В рамках учения «Запад-2025» планирование применения всех видов оружия предусматривается, а применение нельзя применять то, что несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать, будем учиться. Союзникам тех, кто говорит, что не нападал на Украину, всегда можно верить. У Германии появился конкурент. Еще в мае канцлер Мерц заявил, что хочет сделать немецкую армию самой сильной в Европе. Но самую большую собирается иметь другая страна старого континента. Ставки поднимает непосредственный сосед России – Финляндия. Новый законопроект, внесенный в парламент, позволит увеличить военный резерв на 125 тысяч человек. Если его примут, к 2031 году финская армия в военное время превысит 1 миллион человек. Таким образом, она сможет стать самой крупнейшей в ЕС и второй в Европе после России. Возраст для резервистов вырастет с 60 до 65 лет. Для офицеров старших рангов таких ограничений вообще не будет. Они будут оставаться в запасе, пока есть силы. Рядовые и сержанты задерживаются в резерве на 15 лет, офицеры на 5 лет. Сборы коснутся только тех, кто реально нужен в военное время. Добровольцы могут вступать без ограничений. Европа следит и копирует. Франция к 2035 году собирается удвоить резерв до 105 тысяч. Германия до 200 тысяч. Польша идет дальше. Премьер Туск хочет 500 000. Осталось только напомнить, что население Финляндии немногим превышает 5,5 миллионов человек. Но ее граждане показали Москве, на что способны 85 лет назад, остановив армаду Сталина в местных лесах.
Ночь в восточных провинциях Афганистана стала кошмаром. Около полуночи по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,0. В считанные секунды горные районы возле границы с Пакистаном погрузились в хаос. Разрушены дома, дороги. По последним данным, более 800 человек погибли, более 1500 получили ранения. Несколько сел просто исчезли с карты. Эпицентр – провинция Кунар, недалеко от Джалалабада. Город, находящийся всего в 17 милях от точки удара, ощутил всю мощь разрушения. Бетонные и кирпичные здания треснули, а дома из глины и дерева в отдаленных районах обрушились полностью. И как будто этот удар не был достаточен, спустя 20 минут земля вновь содрогнулась. Сначала с магнитудой 4,5, потом 5,2. Жители в страхе. Каждый новый толчок усиливал панику, разрушая хрупкие дома и надежды на спасение. Афганский красный полумесяц и медицинские команды борются за жизнь людей, эвакуируя раненых из-под завалов и оказывая экстренную помощь. Но впереди долгие часы, дни и недели борьбы. Точная статистика еще меняется, а число жертв может вырасти. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.